Всех приветствую на мелом. Сегодня будет небольшой такой ролик в знак, так скажем, такого длинного перерыва. А почему был перерыв и так далее, вы знаете в следующем ролике, который выйдет сразу же практически после этого. Ну, поехали. Это жирные сорта мои личные, так сказать, да, в идеальной просушке. Вот лучше просушки тут и быть не могло. Давайте, в общем, буду пробовать и описывать, какой вообще по вкусу сорт. Здесь всего сорта 2-3, наверное, у меня было. Я в огромный ящик себе наложил просто жирные сорта и сушил очень долго их. Вот, если откусил много и сразу запиваешь, так как просушка идеальная, моментальное шипение такое во рту происходит. И если запивать водой, именно в этого кусочка привкус молока прям сильный становится. А вообще, в целом, классика, вкус побелки. Имеются вкрапления, похожие на ватутин. Возможно, это и есть ватутин. Откусывается средний ближе к тяжелому. Цвет сероватый, очень маркий. Кашица очень такая жирноватая, сливочная. И уходит в крупинку, в принципе, довольно быстро. Вот этот, по-моему, так отличается от других. Предыдущий тоже был похож на ватутин. Ну, точнее, на предыдущий просто сорт. Но в нем нет вот этого привкуса молока какого-то. Чисто прям стандартный такой вкус мела. А вот этот кусок, как с виду, по своей рыхлости, так как здесь все-таки мы видим, что ровный такой кусочек, да? А здесь он сам по себе весь полностью закругленный. Вкус у него отличается. Как он откусывается, он отличается. И походу просто большой кусок песчанки у меня был, и я его тоже сюда закину. Да, вкус именно песчанки. Откусывается идеальная просушка и хрустит замечательно. Вкус это что-то типа снежка. Это в меру жирность, это в меру сухость. То есть средняя жирность, проще сказать так. Вкраплений в ней почти никогда нет. При откусывании
Она сливочная, но рыхловатая. И хруст держится очень долго. И вот эта рыхлистость сама. М, Вкус, какой же у нее вкус. Его даже сложно описать. Вроде бы стандартный как бы мелок в плане вкуса. Где-то побелка, где-то просто за счет именно своей как консистенции. Да и в принципе то, что это мел, довольно меловой вкус. Не меловой вкус у кого я могу сказать, допустим, не классический, да? Давайте подумаем. Наверное, это сорт Чураева, если не ошибаюсь, который приходит в последнее время горьковатым. Вот там сложно назвать, хотя вот почти весь мел пробуешь, даже жирные очень, такие как глиномел и подвислая, да, в идеальной просушке при откусывании, когда ты его раскусываешь, образуется вот это, перед тем, как еще вот этот кусок, который ты откусил, превращается все в кашу, да, вот когда ты откусываешь, образуется меловая вот эта вот пыль. И вот эта пыль, она резко дает классический меловой вкус. И за счет этого, в принципе, все мела, да, все сорта мела, они будут давать меловой вкус. Ну, где-то больше, где-то меньше. Здесь все-таки, да, при замачивании даже чувствуется побелка. При этом также я чувствовал, когда еще не запил водой, то, что вкус немного какого-то топленого, нетопленого молока, такой молочный немного. Песчанка это так-то классный сорт, а в идеальной просушке это что-то нечто. И теперь небольшая новиночка. Или изюминка в данном ролике. В общем, вот этот мелок, он у меня, не знаю, кто помнит, кто нет. В общем, я пытался сделать мелок, который будет у нас именно с плесенью. Сам создать его дома. Так вот, получается, где-то я это начал делать полгода назад. Что я сделал? Я взял мелок, положил его сначала замочил, положил в целлофановый пакетик, ну, герметично это все сделал, конечно же, и просто убрал. Чтобы проверить, через сколько, вот, допустим, мы с вами заказываем у поставщиков, или вы у меня, или у продавцов других, да, мел. И вот иногда он приходит с небольшим запахом плесени. И мне хотелось узнать, сколько он лежал у поставщиков, как он там у них хранился, что он добился того, что вот запаха где-то прям явное проявление плесени идет. Первый месяц сначала я его хранил так, ничего не проявилось. Через 3 месяца ничего не проявилось. Я уже забил, прошло полгода. И вот где-то, ну где-то полгода, я точно не помню. И вот запах у него характерный, прям я его открыл спустя столько времени, открываю мешочек, и там прям вот эти вот нотки именно плесени появились. Я такой, все-таки у меня получилось это сделать. Явной плесени там не было, чтобы прям видно ее было, да, но она чувствовалась. И я такой решил его просушить и показать уже вам в ролике. И вот сейчас, когда он просох, плесень я уже на нем не чувствую. Чувствую чисто такую побелку какую-то. Ну, давайте пробовать, иначе это не узнаешь. Ну что, я могу сказать следующее. Вкус плесени, он не то чтобы заглушился, он исчез полностью. То есть
У меня попался этот мелок, да, полгода ориентировочно. Я сейчас посмотрю, когда ролик засниму, и вот здесь ставочку ставлю, все сколько конкретно времени прошло, пока отталкиваюсь, полгода. Он у меня лежал, полностью герметичный, ни капли не проветривавшийся, абсолютно в мокром состоянии, прям чуть ли не выжимай, да. И за столько времени он приобрел лишь запах, который полностью исчез спустя один всего лишь момент просушки. То есть иногда, когда мне приходят подобные сорта, да, я могу как сделать? Я могу высушить, чувствую, запах не исчез. Я его промочу, высушу заново, запах исчезает. А здесь хватило не то что одного раза промывки, я вообще этого не делал. То есть он просто высох и все, исчезло. Для меня это удивление. А что более удивление, а сколько он тогда хранится у поставщиков? Ведь в любом случае продавец, не продавец, там, да. Бывает, конечно, я знаю случаи, когда люди вот писали тоже, то, что там у меня вот продавец там вообще мел в гараже хранит, там сырость, ужас, мел, весь мел мокрехонький, плесень воняет. Да, такие случаи могут, конечно, быть. Но в основном от поставщиков такой мел приходит. И то есть я не думаю, что у поставщиков даже хотя бы один сорт мела может храниться где-то очень долго именно у них на складах там, да, что он просто превратится вот в такое что-то. Ну, полгода точно не верю, что может быть. Месяц, да, за месяц ничего с мелом не станет. Плюс ко всему, скорее всего, в открытом состоянии у них все находится, да, что до такого просто дойти не должно было. И следующий нюанс, то есть, значит, я не учитываю тот вариант, что у поставщиков до такой консистенции может мел просто дойти. До плесени, вкуса, запаха или вообще вида. Поэтому я учитываю только один вариант, что они добыли такой. Так вот вопрос. При добывании, а особенно мела, который плесенью, там же невероятно вонять должно было. А если как бы он уже начал вот так вот пахнуть, то есть его и видно должно быть в некоторых местах, что он именно в плесени уже. Это ладно. Допустим, этого не видно было, да, а запах, ну это как бы на улице находится, они же каждый вот так кусок, грубо говоря, не нюхают, да, то как-то раз мне пришел сорт халва, и он был не то чтобы с запахом плесени, он прям весь уже был, знаете, такой, вот, грубо говоря, халва должна быть, ну, не вот такой по цвету, а этот немножко сероватый, а прям белехонькая, как, допустим, Севрюкова, там, Белая гора и так далее, да, халва должна быть такой. Это песочный сорт, не сухой, песочный, да, ну, не суть важна. Важно то, что это не жирный сорт, это не сливочный какой-то сорт, чтобы иметь какой-то оттенок, да. Так вот, сорт должен был быть белым, а он был прям желтый такой, прям весь в точку. А эти точки, знаете, что было? Эти точки были зеленым цветом. И это была уже просто плесень. Там вонь стояла невероятная. Ладно, вот у меня все сушилось в одном месте. Я еще на тот момент не знал, что там плесень где-то и так далее, да. Потому что я открыл, положил, как бы не нюхал, не проверял, просто отправил все на сушку. И когда я вот все там у меня просохло, ладно, остальные сорта не пропахли. Я просто смотрю, там все в плесени, там такая вонь стоит. Я думаю, ну поставщики неужели не смотрят, когда это все дело добывают? Ладно, вы там запах не учуяли, но мне кажется, когда все прям в точку уже, вот настолько там все плохо, но это можно было заметить. Поэтому печально, конечно, когда мелок вот такой вот приходит. Так на что поставщик, на мое удивление, мне ответил то, что сорт халва, он не чищенный. И не чищенный еще типа песчанка. Я говорю, так я халву-то чищенную заказывал. Но тут как бы вопросов уже не было. Ну, тоже странные такие моменты. Ну, вот это просто вкуснятина. И как бы вот часто в последнее время на батарее я сушу мелок, который мне нужно в ближайшее время сделать запись, да, либо же просто хочу покушать. Мне его срочно нужно высушить. Так вот, если бы я этот мелок плесенью забыл, что он у меня там находится, то я бы просто сел, подумал, что я положил туда мелок, чтобы для себя чисто кушать. Потому что, ну, вообще ни капельки даже привкуса нету.
Это был самый вкусный, кстати, из тех, которые я попробовал. Ел бы и ел. Правда, я уже скушал много. Водичка закончилась. Это означает, что пора прощаться. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Очень скоро увидимся. В общем, до новых встреч.